Stalker 2. Игра, которую ждет уже не одно поколение, удачно сочетающая в себе элементы шутера с элементами ролевой игры. На текущий момент имеется очень мало данных касательно того, что нас ожидает в игре. Однако разработчики обещают нам игру AAA класса с чуть ли не самым большим открытым миром, а это не может не радовать. В данном видео речь пойдет не о сюжете, не о знакомых территориях, не о мутантах и не о артефактах, а о том, что по логике должна включать игра, которую нам обещают разработчики. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Первое, с чего стоит начать, это упоминание о том, что Сталкер Зов Припяти вышел в 2009 году. С тех пор много воды утекло, и требования к играм тоже изменились. Разработчикам, несомненно, нужно ориентироваться на опыт прошлых лет, но и также как минимум быть на уровне других проектов, или в некоторых моментах не хуже их, что обеспечит положительную реакцию игрового комьюнити и будет показателем качества проделанной работы. В общем, начнем. И это 20 вещей, которые должны быть в Stalker 2. Убежище. У каждого сталкера должен быть свой схрон, и речь идет не о маленьких рюкзачках, пнях, бревнах, ящиках. Должно быть какое-то помещение, в которое мы будем возвращаться после очередной ходки. Возможно, это будет арендуемая комната, а быть может, схрон нужно будет создавать с нуля. Он должен включать в себя кровать, мастерскую, стеллаж для оружия, возможно, некую витрину для редких артефактов, генератор питания, например, от артефакта. Было бы еще круто его как-то улучшать, а быть может, убежищ будет несколько. Опять же, тарков делать не надо. Нужен какой-то небольшой схрон или личная комната. Элементы паркура. Еще давно, тогда, когда только-только впервые поиграл в Сталкер, возникло чувство того, что перемещения игрока были ограниченными. Персонаж не мог лечь, чтобы проползти куда-либо. Он не мог подтянуться, чтобы забраться повыше. Но зато он мог ходить по проводам. И было немного обидно, что ты не можешь залезть в какую-нибудь брошенную квартиру, подняться на крышу и так далее. Не нужно делать мастера паркура, но какие-то логичные вещи должны быть, ведь одним из плюсов Сталкера является исследование, а это пошло бы только на пользу. Тело персонажа и анимации. У главного героя должно быть видно тело, а это ноги при ходьбе, руки при подъеме по лестнице, руки при подборе предметов, при нажатии на рычаги, при открытии дверей, приеме пищи, медикаментов и так далее. В общем, персонаж должен быть, и через эти анимации ты более лучше погружаешься в атмосферу игры. Противогаз, маска. Фильтры для противогаза не могут быть вечными, и через какое-то время их необходимо будет менять. Не может быть такого, что везде нужен противогаз. На различных базах, в баре, по-любому можно ходить без маски. Даже для комбинезонов типа Сева должна быть возможность снятия шлема. На Севе, в свою очередь, можно разгуляться по полной. Например, сделать отображение некоторых показателей прямо на стекле шлема. Будет выглядеть круто и по-научному. Контейнер, артефакты.
Артефакты – одни из самых загадочных вещей, которые можно найти в зоне. Они не должны быть хламом. Игрок должен несколько раз подумать, прежде чем взять тот или иной артефакт. Возможно, некоторые из них будут ловушками. И при их добыче необходимо быть максимально осторожным и использовать различные контейнеры. Все-таки не всегда знаешь, что ты нашел и что может тебя убить в зоне. Транспорт. Транспорт – весьма противоречивая вещь в зоне. Кому-то он нужен, а кому-то нет. Понятно, что по зоне порой бегать-то нельзя, так как аномалии на каждом шагу. Но было бы круто увидеть средства передвижения, например, в различных подземных тоннелях. Лодки на реке Припять, или же на болотах. Возможно, разовые БТРы и другая техника. Например, когда главного героя схватят и будут куда-нибудь перевозить. Здесь главное не переусердствовать. Рюкзак. Хабар нужно куда-то складывать, а снаряжение нужно в чем-то нести. Рюкзак в этом плане, конечно же, незаменим. Но он не должен быть бездонной ямой. Возможно, рюкзак нужно будет прокачивать. Или покупать более крутые. Было бы круто, чтобы в рюкзаке были отдельные ячейки под артефакты. А то в оригинале вся твоя грузоподъемность зависела только от комбинезона. Ну и можно было повесить артефакты на пояс. Лично мне очень не хватало рюкзака. Электроэнергия. Всегда думал, почему в Сталкере вечно работает фонарик, прибор ночного видения, ПДА и другая наша электроника. Фича, что зона заряжает батарейки, не прокатит. Электроэнергия должна быть ограниченной. Возможно, нужно будет заряжать пауэрбанк на базах, или же прибегнуть к использованию артефактов, в том числе и для запитки баз, личного схрона и установок в зоне. Черт, опять 25. Тайники, схроны. Каждый сталкер делает тайники, и чем лучше он их прячет, тем шанс их обнаружения значительно ниже, и их поиск должен быть более интересен. Очень жду, что мы будем находить схроны других сталкеров, которые будут хорошо заперты, например, ловушками или аномалиями, так как находить пушки, лежащие на земле под открытым небом, да еще вблизи аномалии, да еще эта аномалия их и проапгрейдила, уже немного нелогично. Питомец. В серии игр Сталкер мы не раз видели мутантов, которые не были враждебны к нам. Среди игрового комьюнити напарник или питомец уже является обычной вещью. А вот напарник-мутант было бы круто. Например, это может быть щенок псевдособаки. С одной стороны, это показало бы, что зона — это не только зло, и в ней есть и хорошие вещи. В последующем питомец мог бы нам помогать с вылазками. Например, находить артефакты, чужие схроны, обходить аномалии и чуять приближение других мутантов. Find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Yeah, lead on, buddy. 3D-устройство. Вся электроника и все девайсы, которые мы используем, должны быть материальными, то есть у всего должна быть своя 3D-модель, будь это детекторы, фонарик, ПДА, дозиметр и все другие возможные девайсы. Это обеспечит более лучшее погружение игрока в атмосферу игры. Модульное оружие. Всегда было забавно, когда ты изменяешь оружие у техников, а оно остается прежним, то есть его внешний вид. Оружейный пак — это очень важная часть любого шутера, поэтому все улучшения, крепления, рукояти, приклады, ствольные коробки и так далее, все это должно отображаться при модификации. И я не говорю, что нужно делать тарков, можно оставить общую схему той же, что и было ранее. Однако было бы здорово увидеть, что оружие изменяется внешне, когда над ним поработали. Болты, камушки. Болт — неотъемлемая часть, необходимая для выживания любого сталкера. Но он же тяжелый. Логичнее было бы использовать какие-нибудь гильзы. Тот же металл и также разрядит электру. И от трамплина так сильно не срикошетит обратно. К тому же можно использовать любой щебень, и чтобы он был бесконечным.
а болты, так как они тяжелые, сделать ограниченными, с возможностью их подбора, для того, чтобы игрок их использовал только в редких случаях. Элементы РПГ. В своем путешествии главный герой по-любому будет получать различный опыт, следовательно, его возможности должны увеличиваться, то есть он будет дольше бегать, будет больше переносить хабара, возможно появится какая-то чувствительность к аномалиям. Можно сделать еще и другую вариацию прокачки, например, будет выход на новых торговцев, у которых можно получить уникальное оружие и которым можно продать артефакты значительно дороже. Вариантов тут очень много, но это нужно в любом случае. Секретность. Играя более 10 лет в Stalker, всегда смущал один момент, и даже в модах. Почему в PDA чуть ли не с начала игры мы видим все, что есть в зоне? Я понимаю, что где-то есть фичи, что все сталкеры в зоне добрые, и делятся инфой, или какая-то еще другая фича. Но логичнее было бы, чтобы ты сам открывал различные территории и отмечал их на карте, ведь информация в зоне стоит денег, и делиться просто так ею никто не будет. Ты кто такой? И что ты там делаешь? Ограничения по предметам. Возможно, в 2007 году это было нормально, то, что можно было подбирать по несколько десятков пушек, но сейчас это смотрится дико. И должны быть какие-то ограничения, как на оружие, аптеки, еду и так далее. А то получается, как на вот этой картинке. Крафт предметов. Так или иначе, мы будем исследовать игровой мир, и помимо артефактов будем находить различные вещи. Возможно, это будут различные ресурсы, металлолом и так далее. Было бы круто, чтобы можно было из них что-то крафтить. Например, вы находите где-то какую-то схему пайки, приходите в убежище, приносите детали и создаете девайс. Или, например, нашли часть какого-либо мутанта, взять хотя бы шкуру плоти. Все так же в убежище производите ее выделку, и с помощью обработанной шкуры улучшаете свое снаряжение или чините. Стелс. В зоне очень много вещей, от которых можно умереть, и не всегда в этом случае нужно лезть на рожон. Порой лучше уйти от драки или обойти ее мимо, и скрытно. Играя в Сталкер, мне не хватало стелс-моментов. Всегда прешь на пролом, всегда убиваешь. Да, мы видели ряд моментов, где было некое подобие стелса, но прошел их и все, опять война. А где фактор ценности человеческой жизни? Ведь мы же в прошлых частях серии всегда убивали. Никаких тебе оглушений, взятий в плен и так далее. Я считаю, что стелс очень нужен, хотя бы в некоторых местах. Метательное оружие. Логично, что если будут элементы стелса, то должно быть и метательное оружие. Это могут быть различные клинки, заточки и так далее. Возможно, их мы будем создавать в убежище, из металлолома, который будем находить при исследовании зоны. Локации аномалии. И последнее, о чем хотелось бы сегодня поговорить, а также увидеть, это в Stalker 2. Это локация аномалии. Я думаю, что всем понятно, что это такое. То есть, это не те мелкие аномалии, которые мы привыкли видеть в оригинальной трилогии. Возможно, это будут какие-то лабиринты. Места, населенные призраками и духами. Возможно, какой-то астральный мир. И даже путешествия во времени. По крайней мере, намеки на это есть в текущих материалах по игре. Очень жду и надеюсь, что что-то из этого мы увидим. Ну что, выживший, это была лишь малая часть того, что я жду от игры Stalker 2. Есть еще много идей и пожеланий, но думаю, что разработчикам виднее, что должно быть в их игре. А пока пожелаем им успехов и хороших идей. В любом случае, будет интересно взглянуть, что из вышесказанного будет в игре. И обязательно напиши, друг, то, что ты ждешь от игры. Возможно, разработчики увидят именно твой комментарий и добавят твою идею в игру. Пока, друг, а мне пора идти.